Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радейкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Турецкий поток компенсировал украинский транзит, но что дальше? Рост поставок по турецкому потоку в Европу частично компенсировал «Газпрому» потери украинского транзита. Но компенсирует это в полном объеме и каково там на Азию поставки? Александр, вам слово. Итак, за первый квартал у нас вот эти 4,7-4,8 миллиарда кубических метров, но не все это было поставлено через турецкий поток, потому что первые двое суток были еще поставки через ГТС Украины, потому как на транзит газ прекратили поставлять с 8 утра 1 января, но этот газ надо было еще прокачать. То есть чисто физически он должен был быть доставлен. Вот. Соответственно, там по статистике вы можете увидеть какие-то объемы поставок вот эти первые двое суток. Но по большому счету эти первые двое суток особо картину не меняют. И можно, немножечко округлив, сказать, что вот эти 4,7-4,8 миллиарда кубов – это вот все, что поставлено через турецкий поток. Понятно, что сейчас объемы поставок через турецкий поток несколько сокращаются, потому что отопительный сезон подходит к концу. Текущее потребление газа в Европейском Союзе тоже снижается, поэтому мы можем увидеть и сокращение объемов прокачки через турецкий поток в страны Европейского Союза, без учета Турции. Однако, скорее всего, объемы поставок по итогам текущего года будут никак не меньше, чем в прошлом году, а скорее всего составят где-то 18-18,5 миллиардов кубов. Ну, может быть, 17,5, ну вот в этих пределах. Это мало. Это, безусловно, мало, и это будет историческим антирекордом, по крайней мере, после начала полномасштабных поставок газа в страны Европы, после запуска всех существующих, пусть и не эксплуатирующихся на данный момент газопроводов в сторону Европы проложенных. Это будет исторический антирекорд. У нас есть ряд лидеров общественного мнения, есть ряд СМИ, которые периодически публикуют материалы или там высказываются по поводу в том числе поставок газа в Европу и поставок газа вообще, ну и состояния газовой отрасли в целом в Российской Федерации. И чаще всего эти люди, эти СМИ говорят о сокращении поставок из-за ограничений со стороны Европейского Союза, которые вступили в силу в 2022 году. Но тут проблема вот в чем. Зачастую эти люди вольно или невольно, скорее всего, пересказывают идеологемы, которые стали внедряться после февраля 2022 года Еврокомиссией. И там Международным энергетическим агентством, то есть людьми по ту сторону. В чем, собственно, проблема? Проблема в том, что если мы говорим о сокращении из-за того, что Европа ограничила закупки российского газа, то мы начинаем видеть в действиях Европы какой-то план, какие-то продуманные действия. В действительности же сокращение импорта российского газа началось как минимум с января 2022 года. И за первые 1,5 месяца, то есть до 24 февраля 2022 года, объем импорта сократился как минимум на треть. И сокращение это было связано как с погодным фактором, безусловно, то есть погодный фактор надо учитывать, но еще больше с сокращением спроса со стороны промышленности в Европе. Сокращение спроса началось во второй половине 2021 года. Сначала было торможение роста, точнее торможение восстановления спроса. Потом часть потребителей стали просто отваливаться. Либо они резко сокращали объемы производства продукции, например, азотные удобрения, для которых нужен водород. Для водорода нужен, вы не поверите, природный газ, к примеру. Далее. Да, азот, если что, можно из воздуха взять. Далее стали просто прекращать производство, отдельные предприятия. Какие-то предприятия стали кивать на то, что очень дорогое электричество, потому что сжигание угля, сжигание газа, и то, и другое подорожало, влияло на цену электрической энергии. То есть дорогое топливо, дорогое электричество, всем электричество нужно, ай-яй-яй, котировки растут, цены растут, все плохо. И потребители
природного газа. Потребители природного газа не только как энергоносителя, но и как сырья. Потребители электрической энергии, вот они стали страдать, они стали сокращать объемы производства, они стали либо экономить, либо просто ушли с рынка временно, постоянно, по-разному. Но общий объем потребления стал сокращаться. Еще раз, сначала замедление роста, потом рост остановился, потом в отдельных сегментах началось сокращение спроса, которое ярко стало проявляться уже в самом начале 2022 года, потому что высокие цены никуда не ушли, наоборот, высокие цены лишь прибавили, потому что в декабре 2021 прошу прощения, года мы увидели котировки в $2000 за 1000 кубов, потом котировки чуть-чуть припали, но больше $1000 за 1000 кубов это была все равно чудовищная величина, к которой просто никто не был готов, и отдельные там производители, например, цемента где-нибудь в Испании говорили: ребят, алло, мы не вывезем. Если это продлится до марта-апреля 2022 года, мы просто не вывезем, мы остановим производство. И угадайте что. Вот. Население, разумеется, стало экономить, притом потребление и в промышленном сегменте, и в сегменте населения, снижение спроса и в промышленности, и в сегменте населения было довольно существенным. Порядка 20% падения спроса наблюдалось в первом квартале 2022 года относительно средних показателей за предыдущие 3 года. Но, правда, средние показатели за предыдущие 3 года включали в себя очень разные показатели. То есть, например, 2021 год, первый квартал 2021 года был очень холодным, надо было много газа для производства электрической энергии и производства тепла. А 2020 год, наоборот, довольно теплая зима, да и там еще вот эти обременения в виде проблем, которые уже начали вызываться пандемией. 2019 год, тоже не самый впечатляющий, но, тем не менее, если взять эти средние показатели, мы, в принципе, можем там начать какие-то сравнения, однако сравнения с 2021 годом будут наиболее показательными, потому что 2021 год был периодом такого роста спроса, частичного восстановления в первом полугодии и падения во втором полугодии, поэтому первое полугодие, оно очень ярко контрастирует 2021 года с первым полугодием 2022 года, и, соответственно, первый квартал 2021 года с первым кварталом 2022 года. И вот мы в 2025 году. Есть одна магистраль, которая соединяет Европу и Россию, не считая СПГ. Это магистраль Турецкий поток. Через Турецкий поток в страны Европейского Союза идет те же 350 миллионов кубов в неделю. И мы сейчас видим, что при сохранении, еще раз, при сохранении текущих объемов поставки, которые наблюдались в первом квартале 2025 года, объемы, которые будут поставлены в Европейский Союз, достигнут где-то 18 миллиардов кубов, плюс-минус полмиллиарда. И по большому счету для Европы это проблема. Если мы говорим о Европе как о наборе хозяйствующих субъектов и о населении. Для европейских руководителей это не проблема, это очень хорошо. Они там разыгрывают карту, что никаких договоров с Россией, вообще от всего отказаться. Мы прям будем идти до конца, мы европейские, мы идем до конца. Вот. Для потребителей это плохо. Это плохо, потому что у них есть предпосылки для восстановления спроса, это во-первых. Во-вторых, у них есть проблемы с наполнением подземных хранилищ, которые потребуют 60-70 миллиардов кубов закачать. Притом уже говорится о том, что ряд потребителей, ряд стран просто не успеют, не смогут, никак. Учитывая текущие объемы потребления, учитывая доступные газотранспортные мощности, включая СПГ, скорее всего, не успеют восполнить то, что было отобрано. Хорошо. Не 70, хорошо, там у нас сейчас меньше 38 миллиардов кубов. Пусть с 37, понимаете, там, почему я до 70 округляю, потому что сейчас в подземных хранилищах там 37-38 миллиардов кубических метров, в начале отопительного сезона было 106 целых там с копейками, округлим, если позволите, до 70 миллиардов отобранных. Это много, это больше, чем отбиралось в предыдущие 2-3 года. Это много, и это надо восполнять. Восполнять – это означает добавлять к спросу
сверх текущего потребления. То есть у вас есть текущее потребление, и вам еще нужно больше закупать, больше, чем вы потребляете сейчас, чтобы наполнять ПХГ. Это будет давить на рынок. Это будет нагружать отставшиеся газотранспортные мощности. Это означает, что ваши возможности, даже теоретические, по восстановлению спроса упираются в потолок, который устанавливается вот этими газотранспортными мощностями с одной стороны и Азиатско-Тихоокеанским регионом с другой стороны. Потому как Европа, при всем уважении, это не самый выгодный рынок, не самый привлекательный, не самый важный. Все пытаются вести газ в Азиатско-Тихоокеанский регион при прочих равных условиях. Если только премиальным рынком не становится Евросоюз. Но тут мы упираемся в вопрос цены. Если цена высокая, то ой, извините, восстановление невозможно, восстановление опять спотыкается о цену. То есть восстановление будет спотыкаться о цену, о доступные газотранспортные мощности, о конкуренцию с Азиатско-Тихоокеанским регионом. А количество газотранспортных мощностей – это определяющая величина, которая в данном случае будет очень сильно ограничивать экономическое восстановление европейской экономики в целом. Это, представим себе, что если вдруг вы нас смотрите из Евросоюза, помашите рукой. Вот. Или оставьте комментарий, лайк, подписку на канал, вот это все там, колокольчик, все, что нужно сделать. Вот. То есть для европейской промышленности это плохо, для населения это плохо, для политиков да плевать, господи. Мы все можем объяснить злокозненной России. Пока мы можем объяснить все злокозненной Россией, нам плевать, что там с вами происходит, дорогие наши европейские потребители. Вам плохо, Россия виновата. Это не мы, Россия виновата. Тебе промышленность плохо, это не мы, Россия виновата. И здесь мы упираемся в простой факт. Восстановление поставок по другим магистралям в интересах европейских хозяйствующих субъектов и российской экономики. И европейской экономики, пожалуй, в целом. И да, если вдруг кто не знает эту древнюю русскую мудрость, худой мир лучше доброй ссоры. Вдруг кто не знает. У нас есть такая, знаете, в России есть такая поговорка, пословица. Худой мир лучше доброй ссоры. Торговать лучше, чем воевать. Есть еще такое выражение. И в этом плане, завершая этот ролик, я замечу следующее. Сколько будет потреблять Турция, сколько будет потреблять, насколько она будет загружать турецкий поток, неизвестно. На текущий момент известно, что Китай, скорее всего, купит не менее 38 миллиардов кубических метров газа по газопроводу «Силы Сибири». Возможно, больше, как он покупал больше все предыдущие годы, не больше 38, а больше запланированных объемов. Запланированы на этот год 38 миллиардов кубов. Возможно, будет больше. То есть мы точно можем сказать, что не менее 38 будет Китай. Там пусть миллиардов 20 будет Турция, 58. И где-то 18 миллиардов кубических метров продемонстрирует Европейский Союз. Если ничего не случится, если все будет развиваться так, как развивается сейчас, если ничего не улучшится, и все такое прочее. Это те объемы, которые могут быть поставлены в страны дальнего зарубежья в текущем году. 38, порядка 20. Хорошо. Добавим еще сюда миллиарда 2, который Сербия возьмет. Сядьте удобно. 40 плюс 20, 60 и плюс 18. 78 миллиардов кубических метров пойдет в дальнее зарубежье. Вскоре, в обозримом уже будущем, будет запущен дальневосточный маршрут поставок газа. Это газ откуда-то с Сахалина, который будет идти в объеме 10 миллиардов кубов в Китай. Соответственно, добавится еще 10 миллиардов кубов. Где-то до 12 миллиардов кубов будут доведены поставки в страны Средней Азии, не менее чем до 12. Скорее всего, даже будет больше, но это уже к концу 30... где-то во второй половине 20-х годов. А что будет дальше с Европейским Союзом, в таких масштабах, кто его знает? Мы будем следить, будем вам рассказывать, но на сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика, подписывайтесь на личный телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше так же бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Личный.
«Нефтегазовая игра» и подпишитесь на телеграм-канал «Инфотек». На сегодня все. Всего хорошего.